Привет поклонникам BTS по всему миру. Как одна ночь в бейсболе, стадион в Лос-Анджелесе может вызвать такой шок, волны по всему миру, объединяющие этот вид спорта, фанаты, армии и даже скептики к-поп? Почему Ким Тэ Хён, более известный как Ви из BTS, стоял на горке питчера на стадионе Доджер? И почему неожиданный шаг Чингука после этого оставил миллионы в слезах и замешательстве? Был ли это просто церемониальный первый бросок, или это было закодированное сообщение о BTS, их возвращении и чем-то более глубоком между Тэхёном и Чингуком в ту ночь? 25 августа 2025 года нелегко будет забыть. Стадион Доджер, легендарное место в истории бейсбола, стал неожиданной сценой для одного из самых эмоциональных и обсуждаемых культурных столкновений года. В центре всего этого был Ким Тэ Хён, вышедший в своей майке «Доджерс», с гордо вышитым на спине номером 7, джинсы слегка выцвели, его аура излучалась таким образом, что заглушала ревущую толпу, крики фанатов, вспышки камер, родился хэштег, а затем Тэ Хён поднял левую руку, схватил бейсбольный мяч и сделал чистый бросок, настолько точный, что даже опытные комментаторы назвали его идеальным, но совершенство было только началом. Как раз когда все думали, что это только ночь Тэ Хёна, появился Чингук, и все изменилось. Почему Чингук? Почему там? И почему одно его присутствие превратило исторический момент в один, покрытый тайной, эмоциями и противоречиями? Ответ остается открытым, но сам вопрос вызвал безумие. Неделями ходили слухи о возвращении BTS после войны, все участники выполнили свои обязательства, фанаты по всему миру ждали знака, искры, чего-то, что подтвердило бы, что величайшая группа мира готова вернуть себе сцену. Было ли событие на стадионе Доджер знаком? Выступление Тэ Хёна, безусловно, намекало на это, но неожиданный жест Чингука в тот вечер послал другой сигнал, более личный, эмоциональный и взрывной. Свидетели ярко описали этот момент. Тэ Хёна, после подачи, пригласили в блиндаж. Он тепло обнял Сёхи Отани, камеры бешено сверкали. Он болтал с Тайлером Глэсноу, культурным мостом между Кореей и Америкой. Но среди этого празднования начались шепотки. Чингук, которого так и не объявили как участника церемонии, был замечен на трибунах, пытаясь вписаться, но был мгновенно узнан армией. Почему он был там инкогнито? И почему его лицо было таким полным эмоций, когда он увидел, что Тэ Хён перетянул на себя всеобщее внимание? Сети взорвались в считанные минуты. Некоторые утверждали, что Чингук гордо улыбался, его глаза сияли, как будто он знал, что это вечер Тэ Хёна. Другие клялись, что увидели что-то другое, проблеск напряжения, тоски, неразрешенных эмоций между двумя братьями, которые разделили высочайшие вершины и низины. Переполняла ли Чингука гордость или же в нем творилось что-то еще? Когда Тэ Хён закончил свои медиа-обязательства и помахал на прощание, фанаты уже собирали воедино зацепки. Чингук, по их словам, исчез с трибун. Некоторые считали, что он тихо ушел, чтобы избежать внимания, другие шептали, что он ушел за кулисы, возможно, чтобы встретиться с Тэ Хёном наедине, подальше от камер. Обнимались ли они? Ссорились ли? Сказал ли Чингук что-то, что потрясло сердце Тэ Хёна так же сильно, как этот удар мяча потряс стадион? Почему сейчас? Почему на этом стадионе? Было ли это совпадением? Или это судьба? Возможно, Чингук ждал этого момента, чтобы напомнить миру и самому Тэ Хёну, что их связь, несмотря на испытания армии и давление индустрии, все еще жива. Эмоциональную нагрузку этих домыслов нельзя недооценивать. BTS — это не просто группа, это культурный феномен, маяк идентичности, стойкости и единства. Каждая крошечная уязвимость между ними вызывает шок в фандоме и СМИ. Сегодняшний вечер подарил больше, чем просто мимолетный взгляд, он предоставил целую канву для эмоций, проекций и споров. Даже американские спортивные журналисты были втянуты в драму, начали появляться статьи, не только восхваляющие безупречный голос Тэ Хёна, но и описывающие международную реакцию, онлайн-шторм и внезапное внимание к Чингуку, словно два мира столкнулись одновременно. Удар был эмоциональным, неожиданным, совершенно захватывающим. Но действительно ли Чингук сделал что-то настолько удивительное? В одних сообщениях утверждалось, что он плакал, в других настаивали, что он пробормотал эти слова себе под нос, он звал Тэ Хёна по имени. Или боролся со своими собственными эмоциями.
Или это всего лишь воображение гиперактивного фандома? Правда неуловима, но ясно одно: участие Чингука превратило культурное празднование в личную историю дружбы, братства и даже невысказанного конфликта. Теперь весь мир спрашивает, что на самом деле произошло той ночью. Армии разбирают каждый кадр видео, тайны становятся все глубже. Почему Чингук так быстро исчез? Почему выражение лица Тэхёна после начала игры стало немного другим? Почему ни один из них не сделал официального заявления? Было ли это началом воссоединения BTS? Или началом бури, которую больше невозможно было скрыть? Но после часов домыслов и смелых теорий в социальных сетях есть неоспоримая правда: драматическая история вокруг стадиона «Доджер» не основана на фактах. Да, Тэхён действительно стоял на горке 25 августа 2025 года. Его подача была идеальной, его аура была притягательной, его присутствие было достаточно, чтобы объединить поклонников бейсбола и К-попа. Это было реально, заснято в прямом эфире и воспето мировыми СМИ. Но сюрприз Чингука, появление на трибунах, эмоциональная реакция, скрытая драма – все это было рождено воображением фандома. Представители Доджерс и BTS подтвердили, что Чингук не был указан в качестве части мероприятия. Нет никаких проверенных изображений или видео, где он был на стадионе в тот вечер. Наблюдения, шепотки и даже предполагаемые личные встречи – всего лишь домыслы и отредактированные клипы, которые стали вирусными. В эпоху социальных сетей один кадр может быть принят за правду, границы между реальностью и повествованием размываются быстрее, чем когда-либо. Почему мир верит? Почему хэштеги, такие как решетка Юнка Ак Сурприси и решетка в Доджерс, доминируют в онлайн-обсуждениях без какой-либо фактической основы? Ответ кроется в эмоциональной тяжести BTS как культурного феномена. Фанаты жаждали связи после долгого перерыва, придавая значение каждому выступлению, каждому жесту. Но реальность проста. Тот вечер принадлежал Тэхёну, его церемониальная подача не была секретным кодом или скрытым посланием. Это был праздник культурного пересечения, доказательство неоспоримого присутствия К-поп в некогда немыслимом пространстве. Втягивая имя Чингука в сплетни, мы рискуем затмить достижения Тэхёна беспочвенными слухами. Реальная история существует, но она не о драме или слезах. Она о том, как эмоции и воображение фанатов могут формировать вирусный рассказ, как фандомы настолько вовлечены, что даже молчание может иметь значение, как такие знаменитости, как Тэхён и Чингук, постоянно лавируют между невозможными ожиданиями публики. Вывод очевиден. Чингук не делал никаких шокирующих движений в тот вечер, он не был на трибунах, он не плакал, он не посылал никаких скрытых сообщений, слезы, конфликты, соперничество жили только в воображении фанатов, жаждущих большего. И это отчаяние понятно, но крайне важно отделять факты от вымысла, празднование от домыслов. Событие на стадионе «Доджер» стало историческим не из-за слухов, но потому что мировая суперзвезда уверенно обосновалась на американской земле и напомнила миру о силе поп-культуры. Этого должно быть достаточно. 25 августа 2025 года Ким Тэхён сделал идеальный бросок, объединивший поклонников бейсбола и К-поп в едином восхищении. Все остальное – перешептывание о Чингуке, воображаемые слезы, предполагаемый конфликт – принадлежало не реальности, а сонму, разыгравшемуся в социальных сетях.